Поговорим, почему у одних диабетиков возникает гангрена, а у других нет. Что такое гангрена? При гангрене ткани, обычно сначала в ступнях, пальцах ног, иногда в руках, начинают чернеть, желтеть, краснеть, даже слегка зеленеть. Слово «гангрена» происходит от латинского слова, которое означает «гниение», омертвение ткани. И ткани умирают потому, что вы обрушиваете на них слишком много сахара. Если сахар в крови слишком высокий, этот сахар попадает в сосуды, в капилляры, особенно начиная с пальцев ног, иногда с пальцев рук. Кровь идет от сердца по крупным сосудам и доходит до ступней, до крошечных капилляров, а потом возвращается по венам. Но когда в сосудах слишком много глюкозы, это несет разрушение, сильное окисление, свободные радикалы, кровотечение, идет кровь, сгущение крови. Кровь становится гуще, сосуды теряют эластичность, иммунитет реагирует, вызывая воспаление. И все это мешает крови проходить в ткани и нервы. Смотрите, внутренняя оболочка сосудов называется эндотелиальный слой. Клеткам этого слоя не требуется инсулин, чтобы пропускать в себя глюкозу. То есть, если у вас инсулинорезистентность, в сосудах ее не будет. Если глюкозы слишком много, она вся попадает в ткани. Это и вызывает разрушение. Инсулинорезистентность — это защитный механизм. Она не дает инсулину и глюкозе попасть в ткани, ведь в больших объемах они вредны. Но некоторым тканям инсулин не нужен. Они страдают. Например, клеткам мозга инсулин не нужен. Он нужен барьеру между кровеносной системой и центральной нервной системой, но не клеткам самого мозга. Красным кровяным тельцам инсулин не нужен. Поэтому в анализе на гликированный гемоглобин измеряют, насколько сахар влияет на красные кровяные тельца, чтобы определить, есть ли у вас диабет. Чем больше сахара в крови, тем больше проблем с сосудами. Ткани перестанут получать питание. Также они останутся без кислорода и начнут умирать. Это и есть гангрена. Это сочетание мертвых тканей, язв, сильного повреждения нервов. Обычно это болезненно, но потом нерв умирает, и наступает полное онемение. Что же тут можно сделать? Самое важное в таком случае — это профилактика. Для этого не ешьте так много сахара. Перейдите на кето и интервальное голодание, чтобы избежать гангрены. Но если она у вас уже есть пара способов, зависит от тяжести болезни. Допустим, вы не хотите ампутировать пальцы ног. Может, некоторые ткани не так плохи. Может, там язвы или инфекция. И знаете что? FDA в 2004-м одобрили личинкотерапию, и это никакой не сарказм. В язву действительно помещают личинки, и они вычищают мертвые ткани. Некоторые виды личинок питаются мертвыми тканями и не трогают живые. Они вычищают заразу. Интересно. На самом деле обнаружилось, что это эффективнее, чем некоторые операции. Личинки дезинфицируют ткани и стимулируют заживление. Пара дней, и пораженная область может очиститься. Эти личинки выделяют ферменты, а также они выделяют антибиотики широкого действия и убивают инфекцию. Интересно, да? Но, конечно, вам обязательно надо изменить диету, чтобы в ткани не поступало столько глюкозы. Нельзя полагаться на лекарства для контроля сахара в крови. Лекарства берут лишний сахар в крови и куда-то перемещают его, он не испаряется. В крови его стало меньше, но теперь он в тканях. Так что надо убрать сахар из рациона. И вот, что еще я хочу посоветовать, особенно если вы, допустим, повреждены нервы, но до гангрены еще не дошло. Начните принимать бенфотиамин. Бенфотиамин — это B1, который сделали жирорастворимым. И он проникает через миелиновую оболочку и попадает прямо в нервы. Он может защитить нервы от высокого уровня сахара и от осложнений. Отлично помогает от периферической нейропатии. Купите бенфотиамин, принимайте 4 таблетки по одной в течение дня, и вы увидите удивительные изменения.
В общем, я записал это видео, чтобы объяснить, почему у диабетиков возникает гангрена и что делать. До встречи. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал и получайте уведомления о новых видео.